Привет всем! Сегодня ролик про лебедей. Я вам расскажу, кто это и куда они полетели. Вот эта четверка бравая. Выполню обещание и покажу, как лебеди едят с руки. А также будут другие сюжеты про этих птиц, наших старых знакомых. В том числе сюжет, как лебедь подплывает к рыбакам и чего-то от них хочет получить. Ну, это у нас голубка. Сейчас она исполнит. Громко. Очень громко. Молодец. Она, конечно, молодец. Вот. Так, ловите ее, она сейчас заходить уже будет, наверное. Ну, они так и зайдут. А ролик про это будет. Эй, Зайдет вместе с муженьком, который там вот в отражении его видно, он воду пьет из в тазика. отражение любуется собой. Те, кто пришел на мой канал не так давно, это ролики были там про Литву, про Турцию, те, кто пришел не по лебединым роликам, могут не знать всей диспозиции. Тем не менее, вот про лебедей снято около 100 роликов. То есть у меня на канале их огромное количество. Ну, кого интересуют вот эти великолепные птицы, красивые и, как оказалось, очень умные. Посмотрите, на канале есть плейлист, посвященный лебедям. Это у нас голубь и голубка. Ну, такие у них имена. Они вот поднимаются на террасу и вымогают. Ну, вот. Кто-то пошел, в данном случае это я пошел. У меня сухой корм для них. И они по склону направляются к воде. Лебедей можно кормить только в воде. Вот они. Идут. Покупаю специально корм. В Германии производятся такие гранулы на основе там пшеницы и зерновые, и там рыба, моллюски, вот такое. Ну пройти-то мне дай. Ну, мне же пройти надо. Давай. Давай. Ты мне пройти-то дашь? Или вон, на. Ну ты пройти-то мне дай. У нас дом расположен на озере, это Австрия, Каринтия. И, соответственно, близость к воде обеспечила нам вот такое общение. Они живут в заповеднике, это километр-полтора от нас по берегу, заповедник водоплавающих птиц. А сюда приплывают так на охоту и собирательство. Ну, Ирина, у нее свои с ними отношения, она их троллит, они ее тоже троллят, ну так. А на канале есть ролики, как вот они за ботинок меня щипают. Ну, то есть у нас с ними наладились некоторые такие довольно дружеские отношения. Вот, поэтому интересно. Вот это семейство, они детей к нам приводили. Про это есть ролик на канале, там 1,5 миллиона просмотров набрал. В этом году у них перерыв, детишки уже выросли. Они ходят сами, вот. Итак, давайте их будем кормить с руки. Вот что за пальцы-то хватаешь? А она почему-то не может взять. О, это родственник наш. Мне кавалера, но более боя. Ну ты побольше щепоть-то. В гостях и тоже приобщается. Не, он слишком много набрал. Вот они Ну что ты смущаешь? одновременно и боятся, и хочется. На. Ну на ты. Голубка. На. Да ладно. Кокетничай. А сейчас будет сюжет про рыбаков. То есть рыбаки на лодке и обязательно лебеди. 1-2 рядом. А потому что рыбаки, они бросают подкормку для рыб, у них всегда что-то есть. И, соответственно, лебеди к ним подплывают и вымогают. А они также подплывают просто к лодкам, где, ну, вот ты выехал покататься, обязательно к тебе приплывут забрать дань за плавание. Не, поменьше немножко. Ты слишком много, да. Вот немножко поменьше, и вот это. И ей давай, она более это. На.
Вот так. Не нравится. На. Это съемка июньская. Этим летом в У тебя июне пальцы было. невкусные. А вот съемка с летящими лебедями и с рыбаками, это Вот сейчас так, пару дней видишь, назад она я за сделал. палец дергает, и горошки вот так. Но она не больно, да? Не, ну, пока нет. Хорошие. Ладно, бросим. Ну, потом я буду кормить, показывать Так мастер-класс. им привычнее. Видишь, они не то, что берут с руки, она дергает, у Ну, тебя просто они не просыпается. Да? могут просто взять свои, она не Да. чувствует. Ну, вот это пирс и такое место для лодки. Лодка заходит, выходит. А там у нас водные курицы. Видите? Две взрослые и у них двое птенцов. Про них ролик на канале есть. Дракончики. Про дракончиков. То есть они где-то в камышах рядом с нашим участком. Их вывели. И на глазах у нас они выросли и ушли уже в свободное плавание. Вот, это я буду давать голубки. Вот. У голубки характер, конечно, вредный. На самом деле, это очень, так сказать, интересное ощущение, когда на тебя вот так. Ну, надо понимать, зубов у лебедей зубов нет. Язык такой шершавый, и верхняя вот эта часть клюва тоже такая шершавая. Они перетирают. И ощущение такое царапающее, но не больно. Ну, интересно. Мы с ней часто так. Она иногда просит, чтобы ей с руки давали. Еще хочешь? Ну так, требует. А иногда просто их бросаю. Вот. То есть Молодец. она просто дергает, чтобы горошки просыпались. Но почему она требует? Ей этот процесс нравится. Ну, она вредина, вообще ужасная вредина, конечно. Ну, муженек еще хуже. На канале есть ролик про отношения в семье. Посмотрите, это очень такой, там сняты детали их отношений семейных. Вот, муж деспот-тиран и супруга. Вот, видите, им очень нравится этот сухой корм. Не знаю почему, но они просто вот... Они на самом деле в подкормке особенно не нуждаются. Только в зимний период они зимой не улетают. Как правило, остаются здесь. Озеро полностью не замерзает. У меня ролики есть на канале как раз про зимнее, как это зимой происходит. Вот, и они зимуют на озере. И вот иногда зимой, когда снег, ну, когда доступа до травы нет, ну, когда им трудно и холодно, вот тогда им нужно какую-то подкормку давать. А так это десерт. Вот смотрите, это 4 лебедя. 4 это значит, это молодые. Они первые 2-3 года жизни не создают пары. То есть они молодые. Вот. И они тогда компанию я видел максимальную 7 лебедей. А так 4, 5, 6, вот как соберется. Из разных выводков они собираются вместе. И они вместе кучкуются. То есть плавают, ищут какую-то еду. Сейчас они не улетали куда-то. Они как бы им плавать медленно, а они хотели на другой берег. И это такая парят прямо над водой. Ну, такое впечатление, что лапами бегут по воде. Они просто быстро перемещаются из одной точки на озеро в другую. Вот. Ну, надеются, что там им что-то перепадет вкусненькое. Но на самом деле, когда они взлетают, да, тогда эта картина, конечно, когда вот он именно собирается лететь далеко, но это другая траектория взлета. Вот. А вот это наша парочка. Ну, это лето, видите, цветы вовсю. Итак, я собрался и, может быть, до конца октября, но уже наверняка в ноябре сделаю ролик, как эта парочка зашла в дом. Ролик, как одна голубка заходила, на канале есть. А вот в этот раз они зашли вдвоем, и мало того, они стали по дому куролесить.
это вы увидите. Подготовлю, сделаю. Что еще в ближайшее время? В ближайшее время мы собираемся съездить в Словакию и провести в Словакии пару недель. И оттуда, если у меня все получится технически, я сделаю пару роликов про Словакию, про бальную санаторию и про какие-то достопримечательности, которые мы там посетим. Кроме того, будет обычная программа: котики, лебеди, путешествия, ну, все как обычно. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, включайте уведомления. Вот сейчас нажмите на котика, появится возможность для подписки. Нажмите кнопочку, вы подписаны, и включите уведомления, колокольчик. На этом все, и успехов вам!